давайте начнем с того, что же такое осознанность, да? Если кто-то, у кого-то есть какие-то мысли, пишите в комментариях, делитесь. Если есть какие-то вопросы, тоже пишите. Ну, в общем, поехали. Осознанность. Что такое осознанность? Осознанность — это находиться здесь сейчас и чувствовать, что с тобой происходит. Либо слышать какой-то звук, да, либо ощущать какое-то ощущение в теле, испытывать какую-то эмоцию, понимать, что ты, о чем ты думаешь, то есть словить какую-то, уловить какую-то мысль, да. К примеру, я это понимаю так, кто-то понимает это по-другому, я уверена, но это то, как я понимаю это сейчас, то есть когда вы можете идти по улице, скажем, такой пример, вы можете идти по улице и слушать музыку в наушниках, либо разговаривать с кем-то по телефону, с друзьями, читать что-то в социальных сетях, и вы будете полностью погружены в какой-то, можно сказать, транс. А если вы... Наталья, привет, всем привет. А если вы остановитесь, приостановитесь, увидите какое-то дерево и будете рассматривать, даже возьмете 10, 20, 30 секунд, и вы будете смотреть на какой-то, например, цветок или листок, рассматривать его, смотреть, какого он цвета, какого он размера, какая форма, какие есть прожилки, еще что-то. Вот, вы в этот момент, и вы фокусируетесь именно на этом листке там, или на этом цветочке, на этом лепестке. В этот момент, как я это понимаю, вы находитесь как раз в этом вот в моменте сейчас, и вы полностью погружены в этот листок, в этот цветок. Сейчас я тут компьютер подключу. Вот, и таким образом у вас начинается еще и генерироваться какое-то состояние на этом фоне. Потом вы можете взять это состояние, если оно для вас, например, приятное, и начинать понимать, где оно находится у вас в теле, и так далее, там его распознавать какого оно размера, какого оно цвета, шевелится, не шевелится, и так далее, но это уже детали, это уже дальше. И дальше как бы вы его увеличиваете, если вам это нужно, и так далее. Вот. И по поводу медитации, да, то есть часто задают вопрос, у меня очень часто задают вопрос, как ты медитируешь, что сделать, чтобы медитировать. Вот, даже, то есть такой пример, как смотреть на листок и рассматривать его, фокусироваться на нем, это может быть форма медитации, одна из форм медитации. Если вы совсем-совсем начинающий человек в медитации, может быть, никогда не пробовали, вам интересно, я начинала с того, что я просто находилась в тишине. Я отключала полностью все гаджеты, которые могут быть, закрывалась в комнате, но как бы я одна живу, меня особо никто не отвлекает, но даже кошка, вот у меня есть кошка, даже я, по-моему, даже кошку убирала, если честно. Вот, и просто я ложилась на диван, делала себе какую-то комфортную атмосферу и так далее, вы там выберете себе, да, поставите какую-то аромалампу, если вам нравится, или, может быть, зажжете какие-то свечи, в общем, сделайте так, чтобы вам нравилось, чтобы вам было приятно находиться в этом помещении, там сидеть на том стуле, на котором вы сидите, или диване. Просто ставите будильник на 10 минут и не разрешайте себе делать ничего. И просто двигаться там, ну, в смысле, я имею в виду вставать, куда-то идти, это все не надо. Что-то вспомнила, надо что-то срочно, чайник выключить, утюг сейчас все сгорит. Вот, это все сразу заранее, естественно, подготовьтесь. Все это исключаем. Вот, и какой смысл, да? То есть смысл, вы погрузили себя уже в тишину, то есть вы позаботились о том, чтобы никаких не было вокруг шумов, кто-то вас отвлекал и так далее. Телефон тоже можно поставить, да, на беззвучный. И потом вы начинаете следить за тем, внутри, тихо ли у вас внутри, да, то есть если какие-то, может быть, неприятные ощущения вы почувствовали в теле, что-то в боку закололо, рука затекла, палец болит, еще что-то, где-то мышцу потянуло, еще что-то, направляйте свое внимание туда, смотрите туда и начинайте как бы через это дышать. То есть вы, например, вдыхаете, вы фокусируетесь на, например, там палец у вас болит, фокусируетесь на пальце, вы вдыхаете и представляете, что этот палец у вас расслабляется. Таким образом, кстати, можно, наверное, и снимать боль, я так думаю, наверное, кто-то это делает. В принципе, если долго фокусироваться на теле, на своих ощущениях в теле,
действительно, у меня такое состояние, как будто бы пропадает, вот, с одной стороны, вроде пропадает чувствительность какая-то, такое ватное ощущение, вот, с другой стороны, наоборот, чувствуется наполненность эмоциями, энергией очень приятной. Так, кто-нибудь умеет блокировать? Заблокируйте тут. Вот. Так что вот можно начинать с этого. Может быть, если какие-то, вот опять очень частый вопрос, если мне, значит, пришли какие-то мысли, я не могу, значит, находиться в тишине, мне постоянно приходят какие-то мысли в голову, что мне с этим делать, я типа не могу 10 минут просидеть спокойно, ничего не делать. Какие-то приходят мысли в голову, вот, например, навязчивые мысли, да, как сейчас в эфире приходят какие-то штуки, они начинают вас отвлекать, и вы, значит, сдаетесь, то есть вы подумали, да, ну, типа, ну, мысли ко мне уже пришли, значит, типа, толку, я не умею медитировать, ничего, продолжайте, то есть ваша задача как раз в том, да, поначалу особенно, чтобы вы понимали, что какая-то мысль действительно пришла к вам в голову, их там на самом деле не одна, не две, их там миллионы, они постоянно вот так вот. То есть начните хотя бы с того, чтобы вы осознавали то, что в вашей голове находятся какие-то мысли. Отлавливайте их, да, то есть какую-то мысль услышали, сразу раз, отловили, сказали, например, сказали там, я тебя вижу, я тебя слышу. Вот. Какой бывает еще момент? Бывает, что находясь в тишине, к нам как раз приходят хорошие идеи, да, то есть это какая-то, я не буду там как-то заумно объяснять, но есть какие-то там функции в мозге, по-моему, это называется дефолт-система, когда в какой-то, после какого-то времени, по-моему, 45 минут, наш мозг в любом случае отключается и переходит в переработку в дефолт-систему, когда он как раз обрабатывает ту информацию, которая поступила до этого. Вот, но эта функция включается как раз только в условии не поступления еще новой информации. То есть, когда вы пошли медитировать, значит, находитесь в тишине и так далее, ничего вас не отвлекает, вот тут-то и может вас накрыть эта дефолт-система, и пойдут какие-то инсайты. Вот, в таком случае я всегда брала с собой бумагу, ручку, и если вот что-то прям очень классное, пришла какая-то идея, мне она понравилась, я ее записываю, просто откладываю в блокнот и как бы сижу дальше, жду, собственно, когда же пройдут эти 10 минут, да, поначалу это действительно было сложно, нужно было себя заставлять, но потом как-то втянулась, мне понравилось, и дальше уже другие какие-то типы медитации начала для себя искать, которые мне понравились, ну, поначалу вам вот это вот все как бы, в принципе, нормально будет. Вот, какой еще момент? Если вам сложно совсем ничего как бы не делать, да, то есть совершенно вот ты как бы сидишь там или лежишь и ничего не делаешь, я еще пробовала такой как бы трюк, зажигала свечу и сфокусировалась на пламени свечи. Таким образом, у меня как бы было что-то, за что я могла зацепиться, и конкретно я знала, что вот у меня есть задание смотреть на пламя свечи, и таким образом было легче поначалу. Чтобы себя натренировать, можно делать так. Вот. Что это, для чего вот медитация нужна, да? То есть, конечно, медитация нужна для там много всего разного, у всех по-разному. Кому-то там расслабиться, кому-то отдохнуть, кому-то словить классное состояние, кому-то просто разгрузиться после тяжелого рабочего дня. Вот. И как раз-таки еще один из, да, то есть один из как это benefit, то есть почему классно медитировать, да, то есть что полезного, скажем так, это вот как раз и развитие осознанности, потому что когда вы находитесь в медитации и, скажем, допустим, вы фокусируетесь на пламени свечи или вы фокусируетесь на каком-то ощущении в своем теле, вы развиваете фокус своего внимания. Фокус своего внимания на чувствах, на каких-то событиях, на каких-то своих желаниях. То есть сейчас, да, вы фокусируетесь там на боли в пальце или на пламени свечи, но потом, перекладывая это на жизнь, ваш фокус, да, вот эта натренированная штука, вы сможете ее перекладывать и фокусироваться на чем-то, что уже действительно вам нужно в материальном проявлении, да, может быть, на работе или на достижении какой-то цели, или там какое-то желание у вас есть. В общем, это вот так вот работает, да, фокусировка, осознанность своих эмоций, да, то есть
когда, я помню, наверное, года 4 назад, я даже не знала, я настолько была деревянная, что я даже не знала, не осознавала, что вообще бывают какие-то разные чувства, эмоции, то есть это вообще как бы, ну вот есть тело и тело, а там, оказывается, какие-то еще эмоции происходят, да, какая-то еще целая жизнь, внутри просто это бурлит, но я этого всего не ощущала, так вот, с помощью медитации как раз начали раскрываться чувства, я начала понимать какие-то эмоции, я не знала, что это, я не знала, как оно будет проявляться, но как бы они начали проявляться, их было уже не остановить. Таким образом, начинала я дальше изучать эту тему эмоций, и ну, это познание себя, да, то есть вот из таких каких-то 5-10 минут в день, очень быстро, ты делаешь, там не нужно себя заставлять за уши, там, то есть нравится делай, не нравится, ну, как бы не твое, вот. Другое дело, если не получается, но хочется, вот там, да, как бы. И вот такое вот еще, да, как бы, и ты начинаешь осознавать свои эмоции, и потом они, конечно же, начинают тебя накрывать, то есть в какой-то момент я помню, что когда я начала осознавать какую-то эмоцию, понимать, что это, как оно проявляется, были даже такие периоды, когда просто эта эмоция, она зашкаливала, то есть такое впечатление, что где-то закрыли, да, вот под прессом запрессовали эмоцию, когда наконец-то ее раскрыли, она начала вся выливаться, вот, выходить как бы наружу, да, то есть такое тоже может быть, но я думаю, что все равно это все индивидуально, то есть нету такого, что вы там 10 раз в течение месяца по 5 минут помедитировали там или как-то, да, но хотя бы 5-10 минут старайтесь поначалу хотя бы сидеть, смотреть на эту, там, на огонек или еще, или там на мыслях своих, концентрируйтесь на ощущениях в теле и посмотрите, со временем вы как бы втянетесь и начнете находить какие-то другие для себя медитации, которые вам будут больше подходить, нравиться, что-то вы для себя изучите другое. Я сейчас очень люблю, уже давно я делаю динамические медитации Оша, они мне очень нравятся, они мне подходят. Вот, я их люблю, могу делать очень долго, и как бы и мне по кайфу, то есть и результат я тоже вижу такой, который хотелось бы мне. Вот, следующее, то есть для развития своей осознанности я предлагаю гулять, как бы вот гулять, но вот реально в полном смысле этого слова, то есть гулять, опять же, не так, как я говорю, да, там где-то по телефону мы делаем заказ, где-то какие-то поставки мы обсуждаем, тут еще нам подруга позвонила, а здесь мы в телефоне, а тут еще там что-то, а тут я бегу, а здесь я бегу. Нет, когда вы идете гулять для развития осознанности, вы должны прочувствовать вот весь этот момент, да, пускай, опять же, это можно делать вместо медитации, пускай, опять же, у вас это будет 5-10 минут в день, не нужно марафонские какие-то прогулки осознанности устраивать, да, то есть вы выделяете себе какой-то там промежуток времени, здравствуйте, и, значит, гуляйте. Что нужно делать? Нужно, опять же, уже это слово, да, замылено, осознавать, то есть ты идешь по улице, и ты слышишь, птички поют, да, то есть ты прислушиваешься, поют птички. Потом, может быть, как бы ты ощущаешь, как твои ноги ступают на землю, ты ощущаешь, как ты переступаешь, как это все происходит, какие-то ощущения в теле, где-то подул ветерок, ты как бы уловила прохладу ветерка у себя, да, там на теле, на волосах, на лице и так далее. Вот, что-то увидела этот же листочек, да, постояла, посмотрела 2 минутки на листочек, посмотрела, какой он, какая у него форма, из чего он там, вот эти прожилочки, да, все посмотрела. Вот. И вот так вот гуляете, то есть нету никакого в этом смысла, да, то есть нету никакой цели в этой прогулке, кроме того, чтобы просто покайфовать, походить, посмотреть, понаблюдать, вот, поосознавать вообще, что в мире происходит. И когда вы посмотрели, поосознавали, что происходит в мире, ребята, всем привет, говорим про осознанность, вы тогда потом это переложится, и вы начнете осознавать, что происходит в вашем внутреннем мире, да, или можно, ну, конечно, можно сделать и по-другому, то есть тут ты погуляла, посмотрела снаружи, переложила внутрь, а когда медитируешь, ты изнутри работаешь и потом в жизнь перекладываешь. Следующий момент такой для осознанности мне показался важный на моем пути, это навести порядок, да, то есть вообще вот, опять же, понять, осознать, что происходит в твоей жизни и где
как бы это на русском, где ты как бы стоишь, да, в каких-то своих, ну, все знают, это заезженное колесо жизни, да, в котором там такая сфера, такая, там 8 сфер жизни каких-то вы там выписали, написали и так далее, расписали, что есть, чего нету, чего хочу, а потом забыли, потому что куча всего происходит. Так вот, мне показалось, то есть на моем примере людей, с которыми я общаюсь, что навести порядок в жизни — это очень важно. То есть порядок вообще наводить по многим причинам важно. Он и для других целей нужен. Но здесь вот именно осознать, да, где ты находишься от 1 до 10, какая шкала, то есть чего я уже достигла, а где какие-то сферы у меня там проваливаются, да, то есть я не говорю о том, что нужно сделать, чтобы везде было 10 из 10, если вам это не нужно, вам этого не хочется, но хотя бы понять вообще, где я, да, и мне этого достаточно или нет, а я довольна этим или нет, я там доволен, недоволен, чего бы я хотела, вот. То есть вот это вот сделали, да, обязательно, я помню, мне очень помогло, это навести порядок в своих финансах. Это сняло сразу какую-то уйму просто вопросов из жизни, когда я занялась этим вопросом, налаживания финансов, вот. Как вы понимаете, когда вот я не знаю, как у остальных, но как у меня было, когда у меня были не налажены финансы, у меня не было времени особо задумываться о медитациях. Но когда ты знаешь, что у тебя там все в порядке, то ты можешь и помедитировать, и себя поизучать, и на эмоции там время выделить, и вдруг накрыло, тебя какой-то день накрыл, и ты там целый день лежишь в кровати, рыдаешь и кушаешь какие-то чипсы. И то есть, да, есть на это время, потому что в какой-то там одной из основных сфер жизни у тебя порядок, тебе не нужно об этом задумываться. Вот. Далее, что хотела сказать, еще очень важно, я заметила осознанность это в общении. Как часто, я не знаю, замечали вы или нет, мы общаемся довольно поверхностно. То есть мы вроде, да, пошли с подружками, потрещали, и на интервью сходили, потрещали, ну вот куда вы ходите, работать, друзья, партнеры и так далее. То есть вроде поговорили, да, вроде что-то обсуждали, а вот чего-то ценного вы из этого не вынесли, потому что вы просто как бы провели там время, что-то там поболтали о сумочках, о погоде, о природе. Это, конечно, тоже очень надо, это просто супер, когда можно трещать непонятно о чем, просто веселиться, там наслаждаться, не задумываться. Но если вы хотите вынести, да, вот, ну вот прям прокайфовать от дружбы, то есть вот есть у вас эта дружба с этим человеком, и вы кайфуете, классно время проводите. Неважно где, неважно как, соединяйтесь глазами с этим человеком, да, то есть смотрите в глаза, пытайтесь прочувствовать, что чувствует этот другой человек, что чувствую я, начиная, конечно же, с себя. Тут не нужно никаких проекций придумывать, как чувствует себя другой человек, я сейчас говорю не об этом. Мы сначала начинаем с себя, и когда мы осознаем себя, тогда мы можем осознать того, кто находится рядом, потому что все равно мы все соединены в такую сетку, как бы интернетную, да, и то есть, естественно, это уже не секрет, что все мы соединены, и мы друг друга чувствуем. Кто-то чувствует больше, кто-то меньше, но со временем, если вы будете развивать осознанность, чувствительность ваша будет также повышаться. Вот, ну, еще много-много там интересного, да. То есть вот как это, мне кажется, как это работало у меня, это то, что я развивала контакт с людьми изначально через глаза. То есть ты чувствуешь этот канал, соединяешься сначала через глаза. Через глаза очень много, да, есть даже фраза такая «глаза — зеркало души», то есть через глаза можно на самом деле прочувствовать очень много, и через глаза можно создать классный контакт, и через глаза можно выстроить дистанцию, то есть слово это важно, слово имеет большой вес, да, но глаза, вот не забываем про глаза, то есть мы что-то говорим, это наружу, такая снаружи, да, то есть какая-то форма снаружи нас, а есть глаза, и мы сделали это соединение энергиями через глаза, и все, и начался танец. То есть вот об этом не забывайте. Не вижу смысла встречаться с людьми, болтать непонятно о чем на постоянной основе, тратить свое время, какие-то безудержное веселье, да, то есть что-то вот просто вот слили, просто и время, как бы, и непонятно для чего это было, все. Вот, и опять же, такой момент, сейчас я тут просто подглядываю в эту статью английскую, которую я написала, и, соответственно, перевожу и расширяю для вас.
Вот. И еще такой момент, хотела сказать, что есть вот у нас такие моменты, когда мы напрягаемся, есть моменты, когда мы расслабляемся, то есть где-то нужно сделать рывок, да, а где-то нужно и отдохнуть, поднабраться опять энергии, то есть для чего вот еще вот эта осознанность важна, да, то есть в какие-то моменты, когда вы устаете, вот я помню, опять же говорю, все из опыта своего, да, то есть в какие-то моменты, когда я очень уставала, уже до запредельных, просто каких-то невероятных уровней, да, я очень долгое время даже не знала, что я уставала, я не знала, что у меня стресс, я не знала, что мне больно, ну, то есть даже до физической боли в теле доходила, вот, и были колоссальные затраты энергии, потому что я шла вот просто напором брала, но был такой период жизни, так нужно было сделать, но в какой-то момент я, честно говоря, даже не помню, как это произошло, я буду далее рассказывать, если вспомню, но я поняла, что нужно отдыхать, если я не буду отдыхать, далее я не смогу быть продуктивной, да, то есть далее я не смогу просто доползти даже до этих там целей и задач, которые я поставила. На тот момент нужно было именно так, нужно было именно доползти, то есть надо было именно реально сделать. Вот, в тот момент по-другому не знала я, как по-другому можно было сделать. Вот, и для чего, то есть и осознание себя, да, то есть когда мы развиваем осознание, даже через ту же медитацию, через те же там прогулки, наведение порядка в жизни и так далее, ты в какой-то момент начинаешь осознавать свое тело, к примеру. Что чувствует твое тело? Ты выпила водички, ты хотела водички попить, а ты не заметила даже, что ты водички хотела попить. Сходила ли ты в туалет? И да, это элементарные вещи, о которых я говорю, но очень многие люди забывают и об этом. То есть, а ты реально вообще сходила в туалет, когда ты хотела? Ты попила воды, ты покушала, когда ты была голодная. Вот, и все это начинается с мелочей. Потом это переходит на большее, да, ну, то есть, это переходит дальше. То есть, если ты отказала себе в воде, ты и дальше себе в большем откажешь. Поэтому, развивая вот эту вот осознанность, ты начинаешь ощущать вот эти какие-то хотя бы маленькие сначала потребности, какие-то маленькие приоритеты, и потом в будущем ты перейдешь дальше, да, ты начнешь дальше осознавать дальше свою иерархию, да, что для тебя важно, что для тебя не важно, отметать что-то лишнее, добавлять что-то важное, вот, но начинается это с осознанности, а для осознанности нужны вот эти паузы, да, то есть нужно расслабляться. Если ты напряглась, ну хорошо, окей, сделай так, что ты поработаешь даже 3 часа, понимаете, если вы 3 часа поработали, выключив какие-то лишние источники, там, которые могут вам мешать, вы переработаете столько работы, сколько вы там за целых там 2-3 дня бы не сделали, если бы вы постоянно отвлекались. Вот, и потом сделала 3 часа, пойди полчаса отдохни. В этот момент ты расслабишься, гармонизируешься обратно, да, и сможешь, ну, вот эту осознанность как раз и будешь развивать. Потом от нее там куча плюсов от этой осознанности, но хотя бы для начала ее нужно как бы встроить в свою жизнь, да, то есть встроить поначалу, водичка, встроить поначалу, как бы, да, вообще вот эту привычку хотя бы останавливаться, то есть остановиться и вообще понять, что происходит, что я вижу, что я чувствую, что я слышу, что я чувствую и так далее. Вот, в принципе, это то, чем я хотела с вами сегодня поделиться. Я думаю, что я сказала все, что я хотела по этому поводу. Это такая тема, она очень многогранная. К ней можно подбираться с разных сторон, да. Сегодня я хотела вам рассказать какие-то такие легкие маленькие шаги, которые вы можете сделать. Вот, в особенности, я надеюсь, вопрос закрыт для тех, кто постоянно спрашивает, как медитировать, потому что я не знаю, возможно, у людей есть какое-то, я не знаю, мнение, что это как-то сложно, и это почему-то что-то прям очень много чего-то надо сделать, я не знаю, каких-то усилий, но, опять же, я говорю, это все, это медитация, это в какой-то момент становится стилем твоей жизни, да, то есть ты это просто как бы внедряешь, и начинается это там с каких-то даже 5 минут в тишине. Вы выключите телефон на 5 минут, уйдите в комнату и посмотрите, как вас будет колбасить, потому что мы сейчас настолько вот постоянно в телефоне, постоянно на связи,
что нет времени для вот этой тишины. Вы посмотрите, как вам будет хотеться побежать к этому телефону, проверить, что же происходит. А прошло ли уже 5 минут? А сколько времени еще осталось сидеть в этой тишине? Я не знаю, возможно, наверное, у людей другой опыт, но у меня это было так. Сначала это было очень сложно, именно усидеть. Какие-то мысли в голове, с этим мне было легче. Но именно усидеть на месте 5 минут, вот это был такой челлендж, да, это нужно было как-то вот научиться с этим делом. Сейчас мне только дай, я могу просто часами иногда получается так отключаться, и очень здорово. Вот, так что я вам всем желаю, чтобы у вас получалось медитировать, для тех, кто этого хочет, кто хотел попробовать, но не знал как. Пускай теперь у вас получится. Вот, а я придумаю какую-нибудь еще тему, которую я хотела бы с вами поделиться, и в ближайшее время выйду к вам на связь, что-нибудь мы с вами еще такое интересное обсудим. Вот.